Представьте себе темноту. Абсолютную, непроглядную темноту на высоте 6000 метров. Температура за бортом минус 45 градусов. Кислородная маска вмерзает в лицо, а от вибрации 4 огромных двигателей «Мерлин» дрожит каждая кость в вашем теле. Вы висите в этой ледяной пустоте, зажатой в алюминиевой банке, которую можно проткнуть отверткой. А внизу, под облаками, разверзается ад. Там, на земле, асфальт плавится и течет, как вода. Воздух раскаляется до 1000 градусов, создавая огненные смерчи такой силы, что они вырывают вековые деревья с корнем и засасывают людей прямо в пламя. Это не сцена из фильма «Катастрофы» и не описание библейского апокалипсиса. Это обычная ночь над Германией в 1943 году. Мы часто говорим о Второй мировой войне как о сражениях танковых клиньев или десантных операциях. Но была и другая война. Война, которая велась не за территорию, а за само существование цивилизации. Война, где полем битвы было ночное небо, а оружием – математика, страх и огонь. Это история о том, как союзники решили стереть Третий рейх с лица земли и какую цену за это пришлось заплатить. И тем, кто был внизу, и тем, кто был в небе. Чтобы понять, как мы пришли к огненным штормам Гамбурга и Дрездена, нужно отмотать время назад, в 1939 год. Тогда, в начале войны, идея бомбардировок городов казалась варварством. Британские пилоты летали над Германией, но вместо бомб сбрасывали листовки. Да, тонны бумаги с призывами свергнуть Гитлера. Это была война джентльменов. Но джентльмены проигрывали. К 1940 году Франция пала. Британия осталась одна на своем острове. У нее не было армии, способной вернуться в Европу. У нее не было сил, чтобы открыть второй фронт. Единственным способом дотянуться до врага, единственным способом показать, что война не окончена, были бомбардировщики. В то время существовала теория «бомбардировщик всегда прорвется». Считалось, что эскадрильи тяжелых самолетов могут днем, без прикрытия истребителей, найти точечную цель, завод подшипников или нефтехранилище, и уничтожить ее с хирургической точностью. Реальность оказалась жестокой. Немецкие истребители и зенитки рвали британские бомбардировщики в клочья. Потери были чудовищными. Королевские ВВС были вынуждены уйти под покров ночи. Но ночью вы не видите целей. Вы едва видите землю. В 1941 году секретарь британского кабинета Дэвид Бьют провел секретное исследование. Результаты были шокирующими, их засекретили бы еще глубже, если бы могли. Выяснилось, что только один из 3 пилотов, заявивших, что они отбомбились по цели, на самом деле сбросил бомбы хотя бы в радиусе 8 километров от нее. 8 километров. Представьте, что вы целитесь в футбольный стадион, а попадаете в соседний город. Британия тратила огромные ресурсы, теряла лучшие экипажи, а эффект был равен нулю. Немцы едва замечали эти укусы. Нужно было что-то менять. Или сдаваться, или менять правила игры. И тогда на сцену выходит человек, который навсегда изменит лицо воздушной войны. Сэр Артур Харрис. Подчиненные звали его Берт, пресса – бомбардировщик Харрис, а солдаты – мясником. Харрис был прагматиком до мозга костей. Он посмотрел на отчеты и сказал простую, но страшную вещь. Если мы не можем попасть в завод, мы должны попасть в город, где живут рабочие этого завода. Это был моральный Рубикон. Отказ от попыток уничтожить экономику в пользу уничтожения морального духа. Целью стали не станки, а дома. «Они посеяли ветер», — сказал Харрис, цитируя Библию, «и теперь пожнут бурю». Первым актом этой новой стратегии стал налет на Кёльн в мае 1942 года. Операция «Миллениум». Харрис сделал невозможное. Он собрал все, что могло летать. Учебные самолеты, старые развалюхи, новейшие бомбардировщики. 1047 самолетов. Представьте себе этот рой. Поток бомбардировщиков растянулся на 100 километров. Шум двигателей был слышен задолго до того, как они появились на радарах. В ту ночь Кёльн перестал быть городом и превратился в руины за 90 минут.
Это был шок для немецкого командования. Герман Геринг, глава Люфтваффе, который хвастался, что ни одна вражеская бомба не упадет на Руhr, просто отказался верить первым докладам. Но это было только начало. В 1943 году к британцам присоединились американцы. И тут возник конфликт философий, который стоил тысяч жизней. Американцы с их новенькими Би-17 «Летающая крепость» верили в технологии. У них был сверхсекретный прицел «Норден», который, по слухам, позволял попасть в бочку с огурцами с высоты 6 километров. Американцы сказали: «Мы будем бомбить днем. Мы будем видеть цели. Мы не будем убивать гражданских». Британцы крутили пальцем у виска. «Вы самоубийцы», — говорили они. Американцы не слушали. Они строили свои крепости, как ежей, ощетинившихся пулеметами. Они верили, что плотный строй бомбардировщиков создаст непробиваемую стену огня. И они ошиблись. Катастрофа случилась над Швайнфуртом и Регенсбургом. Американцы полетели бомбить заводы широкоподшипников. Без истребителей прикрытия, потому что истребители того времени просто не имели достаточно топлива, чтобы долететь до цели и вернуться. Как только «Мустанги» и «Тандерболты» развернулись назад у границы Германии, началось избиение. Немецкие пилоты быстро поняли слабую зону летающей крепости «Лобовая атака». Они неслись навстречу строю со скоростью сближения 800 км в час, поливая кабины свинцом. В тот день американцы потеряли 60 самолетов. 600 человек. Экипажи возвращались на базу с мертвыми стрелками, с пробитыми фюзеляжами, в шоковом состоянии. В самолетах приходилось буквально вымывать кровь из кабин. Стало ясно, дневные налеты без прикрытия невозможны. Пока американцы зализывали раны, британцы совершенствовали искусство ночного разрушения. Началась битва за Руhr, а затем операция Гамора. Налет на Гамбург. Именно здесь технологии убийства достигли своего пика. Британцы впервые массово применили Уинда – тонкие полоски алюминиевой фольги. Миллионы этих полосок, сброшенные из самолетов, ослепили немецкие радары. Экраны операторов ПВО превратились в белый шум. Немцы были слепы. Бомбардировщики шли волнами. Сначала следопыты, элитные экипажи, которые маркировали цели разноцветными осветительными бомбами. Рождественские елки, так их называли. А затем подходил основной поток. Сначала фугасные бомбы, чтобы сорвать крыши и разбить окна, создавая тягу. А затем тысячи, сотни тысяч зажигательных бомб. В Гамбурге совпало все: сухая погода, старая застройка и концентрация удара. Возник огненный смерч. Температура в эпицентре достигла 800 тысяч градусов. Кислород выгорал мгновенно. Люди, спрятавшиеся в бомбоубежищах, не сгорали, они просто задыхались или запекались заживо от жара, проходящего сквозь стены. Потоки воздуха были такой силы, что детей вырывало из рук матерей и затягивало в огонь. Асфальт кипел. В ту неделю в Гамбурге погибло около 40 тысяч человек. Больше, чем за весь Блиц в Лондоне. Но Германия не сдавалась. Наоборот, промышленность работала еще интенсивнее. Альберт Шпеер, министр вооружений Рейха, творил чудеса логистики, рассредотачивая заводы и загоняя их под землю. Производство истребителей даже выросло. Более того, Люфтваффе адаптировались. Они придумали дикую свинью, тактику свободной охоты ночью, когда истребители искали бомбардировщики в свете пожаров и прожекторов. Появилась шрейдж-музик, неправильная музыка, пушки, установленные на истребителях под углом вверх. Немецкий пилот подлетал под брюхо британского «Ланкастера», в его слепую зону, где не было оборонительного вооружения, и давал короткую очередь в бензобаке или крыло. Бомбардировщик просто исчезал в огненном шаре, и экипаж даже не понимал, что их убило. К началу 1944 года казалось, что бомбардировочная кампания зашла в тупик. Потери росли, моральный дух экипажей падал. Шанс выжить в туре из 30 боевых вылетов был меньше, чем 50%.
Математически вы были мертвецом, который просто еще не упал. Но потом случилось то, что сломало хребет Люфтваффе. И это был не новый бомбардировщик, а истребитель. P-51 «Мустанг». Инженеры смогли поставить на отличный американский планер легендарный английский двигатель «Мерлин» и добавить дополнительные топливные баки. Внезапно союзники получили истребитель, который мог долететь до Берлина, покружиться там, сбить кого-нибудь и вернуться обратно. Это изменило все. Теперь американские армады шли днем не как жертвы, а как охотники. Генерал Дулиттл отдал приказ истребителям: не ждите, пока они атакуют бомбардировщиков. Идите и убейте их на взлете, на земле, в воздухе. Герман Геринг позже скажет: когда я увидел «Мустанги» над Берлином, я понял, что война проиграна. Люфтваффе истекала кровью. Самолеты у них были. К концу войны они даже начали выпускать реактивные Ми-262, обогнавшие свое время. Но у них закончились пилоты. Опытные асы гибли один за другим, а новички, имевшие всего пару часов налета, были просто пушечным мясом для американских ветеранов. Кульминацией этой драмы стал Дрезден в феврале 1945 года. Война уже шла к концу. Советские войска были на одере. Нужна ли была эта бомбардировка? Дрезден был переполнен беженцами, бегущими от Восточного фронта. Он считался безопасным городом, шкатулкой с драгоценностями. Но логика тотальной войны безжалостна. Дрезден был транспортным узлом. И его решили уничтожить. Сценарий Гамбурга повторился. Огненный смерч. Десятки тысяч погибших. После войны этот налет станет символом бессмысленной жестокости, пятном на репутации союзников. Писатель Курт Воннегут, который был там в плену и выжил, сидя в подвале скотобойни, напишет об этом книгу «Бойня номер 5». «Все это случилось, более или менее», — напишет он. К маю 1945 года Германия лежала в руинах. Почти все крупные города были превращены в груды битого кирпича. Союзники сбросили на Европу почти 3 миллиона тонн бомб. Каков был итог? Сработала ли стратегия? После войны американцы провели тщательное расследование. Выводы были неоднозначными. Бомбардировки не сломили моральный дух немцев. В чем-то они даже сплотили нацию, как это случилось с британцами во время Блица. Они не смогли полностью остановить промышленность до самых последних месяцев войны. Но они сделали другое. Они заставили Германию тратить колоссальные ресурсы на оборону. Миллионы солдат, тысячи орудий, километры проводов и тонны снарядов, которые могли бы быть на Восточном фронте против советских танков или в Нормандии, стояли в Германии, охраняя небо. Люфтваффе было уничтожено не в воздушных боях над Курском или пляжами Амаха, а в изнурительной битве против армат бомбардировщиков. Бомбардировочная кампания открыла второй фронт задолго до высадки в Нормандии. Но цена была страшной. 55 тысяч британских летчиков погибли. Это самые высокие потери среди всех родов войск Британии. 26 тысяч американцев. И от 300 до 600 тысяч мирных жителей Германии. Когда вы смотрите хронику тех лет, где веселые парни в кожанках показывают большой палец из кабины летающей крепости, помните, они летели в самое опасное место на Земле. И помните тех, кто внизу, кто слышал нарастающий гул и понимал, что сейчас небо упадет на Землю. Сегодня мы смотрим на эти события с безопасного расстояния истории. Легко судить о морали, сидя в теплом кресле. Но тогда, в 40-х, мир был черно-белым. Или мы, или они. И чтобы победить монстра, союзникам пришлось самим стать немного драконами, выжигающими все на своем пути. Это тишина над разрушенными городами Германии в мае 45-го. Это была не просто тишина мира. Это была тишина кладбища, на котором выросло новое будущее Европы.